Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Почти 2 года назад я переехала в деревенский дом на постоянное место жительства из города и привезла оттуда с собой своих городских кошек. В этом видео я подробно расскажу историю каждой моей кошки, а у меня их на минуточку 6 хвостиков, а также расскажу, как они адаптировались к деревенской жизни, к свободному выгулу. Так что всем любителям кошачьих наверняка будет полезно это видео, особенно тем людям, которые переехали в деревенский дом или планируют переезд. Также хотелось бы затронуть тему о том, насколько сложно одной ухаживать за 6 кошками и вообще зачем женщине одной заводить так много кошек. Вот эту тему я тоже затрону в этом видео, но чуть попозже. Сначала я вам расскажу о всех моих пушистиках. Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать о своих кошках. Дело в том, что меня очень часто в комментариях спрашивают о той кошечке или о другой кошечке, как они живут, как они питаются, что с ними происходит, что у них со здоровьем, какой у них характер. Очень много вопросов, периодически новые подписчики приходят и мне задают про кошек. Мои постоянные подписчики, наверное, уже знают, как у меня появилась каждая кошка. Периодически из видеоролика в видеоролик я рассказываю о той или иной кошке. Но в этом видео я хочу собрать все в одно место, и чтобы вся информация о моих кошках была именно в одном видео. И тогда мне будет легче ссылаться на это видео, чтобы не писать длинные комментарии пояснительные, про моих кошек. Сейчас на улице плохая погода, периодически льет дождик. То солнце, то дождь, очень сыро, достаточно прохладно, всего лишь плюс 17 градусов. Поэтому все мои кошки сидят сейчас дома. Поэтому переместимся сейчас ко мне домой. Там я покажу каждую кошку, расскажу подробно о ней. И вообще дома более комфортно снимать видео. Сейчас вот я под дождем стою. Так, давайте я сначала расскажу вам подробности появления каждой моей кошки, а потом уже погружу вас в их быт, как они живут, что они кушают, как гуляют. В общем, вот это я на руках сейчас держу Тришу. Она у меня появилась первой. Ее мне отдала подруга, которая уехала жить в Шотландию, вышла замуж. Триша всегда была абсолютно городской кошкой. Она стерилизована. Очень пугливая кошечка, но очень ласковая. Если к ней найти подход, она очень даже приятная на ощупь. У нее очень нежная шерсть. На текущий момент съемки этого видео Трише, кажется, 13 лет уже. А вот это моя вторая кошечка Буся. Ее я тоже привезла из города. Подобрала ее на городской улице, раненую, выхаживала, вылечила. И вот она уже 6 лет со мной. Ну, ей, наверное, здесь на текущий момент где-то около 7 лет. Буся была не стерилизованной, когда я ее подобрала, и ветврач не рекомендовал ее стерилизовать до первого окота, пока она не родит котят. Вот, ну, в общем-то, здесь в деревне Буся нашла себе женихов, и вот у нас теперь 3 котят есть от Буси. В феврале 24 года, когда Буся уже родила и выкормила котят, я ее тоже отвезла на стерилизацию, и она теперь, дама, у нас стерилизованная. А вот это самая маленькая кошечка Мася, это дочка Буси, она родилась самой первой. Кстати, всех котят после того, как им исполнился год, я, конечно же, тоже стерилизовала, потому что у Буси родились все девочки. Мася родилась самой слабенькой среди всех котят, и мне ее приходилось постоянно всегда докармливать. Но зато она отличная охотница, она очень хорошо ловит мышей. Однако Мася очень хулиганистая среди всех котят. Она вообще не признает лотки, ходит в туалет исключительно на улицу.
и постоянно за всеми кошками доедает, постоянно у них отбирает еду. Вот такая вот бандитка маленькая. Мася очень любит гулять на улице, прямо до трясучки иногда мяучит, просит ее выпустить. А вот это вторая дочка Буси, Белка. Она родилась второй и родилась самой пухленькой среди всех котят. У нее очень высокий интеллект. Она меня очень иногда удивляет своим поведением, все время мне везде помогает, все время за всем внимательно наблюдает и даже работает иногда будильником. По утрам залазит под одеяло, царапает мне ноги и будет так свою хозяйку, чтобы она встала и накормила всех котят. Белка очень любопытная кошка, и она обследовала уже весь дом, даже залезала на крышу. А вот эта третья дочка Буси, Кнопа, она родилась самой последней. Это самая осторожная кошка среди всех. Кстати, Буси научила всех котят ловить мышей, так что и Белка, и Кнопа, и Мася все отличные мышеловки у нас. Ну а вот это глава нашей кошачьей семьи Вася. Вася достался мне в наследство вместе с домом. Я так полагаю, что это кот бывших хозяев этого дома, и его здесь просто оставили. Вася тоже кастрированный кот, и он отличный охранник, отлично защищает и оберегает нашу территорию от чужих котов наравне вместе с Бусей. Буська ему очень хорошо в этом помогает. Кстати, по окрасу можно подумать, что Вася отец всех котят. Однако это не так. Вася был уже кастрирован на тот момент, когда мы с ним познакомились. И вообще, я поначалу думала, что это кошка, но потом оказалось, что все-таки это стопроцентный кот, да еще и кастрированный. Однако, даже несмотря на то, что Вася очень тщательно оберегает территорию от чужих котов нашу, Буська все-таки забеременела от соседского кота по имени Бакс. И Бакс очень часто воюет, кстати, с Васей. Вот, посмотрите, они тут драку собаку устроили. Ну и правильно, действительно, почему Бакс не платит алименты за наших котят, нашей Буси. Пускай идет восвояси. А еще Вася эквилибрист еще тот. Вот, например, он залезает на грушу перед домом и прямо вот так вот с ветки прыгает на крышу. Представляете? Я когда впервые вот это увидела, у меня просто замерло сердце от такого. Вся семейка в сборе. Белка, Кнопа, мама Буся вот здесь. Все черные, никого нет. Вот там Мася и папаша Бакс. Он в кустах лежит. Однако, несмотря на серьезную охрану, Бакс все-таки делает попытки залезть на нашу территорию. Вот он здесь познакомился со своими детьми. Однако знакомство у него, знаете ли, специфическое. Он периодически нападает на моих котят и также на Бусю, поэтому им приходится защищаться. Вот это, кстати, первое знакомство с Белкой, со своей дочкой он знакомится. Однако дружелюбное знакомство, оно было только в первый раз. Потом он стал просто лазить на нашу территорию и гонять всех моих девочек, пугать их, шипеть на них. Вот, поэтому его приходится иногда выдворять восвояси. Но здесь вот впервые он вполне себе дружелюбно очень понюхался со всеми. Первые дни, когда Буси с Тришей только привыкали к деревенской жизни, я их выводила на шлейках. Чтобы они немножко обнюхались. И только потом я уже стала их выпускать на свободный выгул. Буся, кстати, быстрее всего адаптировалась к деревенской жизни после городской. Она сразу забеременела, потом беременную я ее не выпускала на улицу, она сидела дома. Также после родов она сидела дома почти год, кормила котят, и только потом я ее отвезла на стерилизацию, и уже после стерилизации она свободно уже гуляла и свободно ловила мышей и радовалась вообще жизни. Первый выгул Буси после долгого сидения дома. После декрета, можно сказать. Бусечка у нас выходит гулять. Вот сейчас середина марта. Она просится. Уже оправилась после стерилизации, после операции. Ранка у нее заросла. И вот она решила выйти. Смотрю, что она будет делать. Буся, ты пойдешь на солнышко гулять?
Пойдешь? Ну, смотри-ка, Бусюш. Здесь солнышко уже, да? Ну, скажи, я теперь свободная дама, скажи. Катя, ты меня не обременена, вырастила потомство. Женихи, скажи, мне теперь не нужны. Все, скажи, я могу гулять сколько хочу, да, Бусь? Это надо видеть. Вытащила сейчас Тришку, чтобы она немножко прогулялась. Да, Триш? То сидит дома и сидит. Никак ее не вытащишь. А вот Трише адаптация далась не так просто, как Буське после городской жизни. Она очень долго сидела дома, очень боялась выходить на улицу. Так что мне постоянно приходилось ее выносить на руках, прогуляться. Вот здесь я ее посадила на дерево, и она более-менее стала осваиваться. Все обнюхивать. Вот. Ну а потом она, конечно, немножко попривыкла, но это спустя только 1,5 года. Исторический момент. Триша вышла гулять за территорию участка. Я здесь вишню рву. Она решила прогуляться вместе со мной. Триш, ну и как тебе? Все нормально? Все пока по плану, да? Да, Триш? Ну, Триш, пойдем-ка домой. Пойдем домой, Тришень. Здесь, конечно, можно гулять, но тем кошечкам, которые уже знают, что здесь опасность может быть, машины, а ты не знаешь об этом. Поэтому здесь только адаптированные кошечки за пределами участка гуляют только адаптированные кошечки у нас, да, Триш? А мы пока дома посидим. Вот так вот. Вот у нас здесь крылечко твое любимое. Сейчас ты сядешь здесь и посидишь. А туда ходит только Буся мышей ловить и девочки. А ты у нас домашняя, да. Садись вот здесь. Вон белка прибежала к нам. Пойду я закрою калитку, а то она опять туда пойдет. Триша. Вообще Триша очень медитативная такая кошка. Она очень часто любит сидеть на подоконнике, вглядываться в окно, внюхиваться. Вот здесь она сидит, кстати, на новом окне и просто кайфует от своей новой деревенской жизни. Ну и самый важный вопрос, который волнует, наверное, любых кошатников, которые перевозят своих кошек из города в деревню, как они ходят в туалет. Лично у моих кошек получилось так, что они сначала ходили в лотки, потом они привыкли к выгулу и уже ходили на улице. И сейчас они ходят, конечно же, тоже в лотки, но исключительно тогда, когда сидят дома в непогоду, например, когда есть мороз на улице или когда сильный дождь. И вообще иногда бывает так, что я уезжаю в город на целый день, поэтому оставляю всех своих котеек дома ради их же безопасности. Да и ночуют все мои кошки исключительно дома, поэтому лотки тут как нельзя кстати, даже при наличии свободного выгула. Однако хочу я вам сказать, 6 кошек в доме и постоянная уборка за ними в одни руки – это тот еще квест, и я трачу массу времени на уход за своими любимцами. Однако я сама несу ответственность за них, я сама сделала выбор в пользу них, да, так сказать, я вам здесь не жалуюсь на то, что я за ними ухаживаю. Просто предупреждаю любителей котеек на тот случай, если вы захотите вдруг завести дополнительно еще одного питомца, насколько это будет все-таки тяжело. А чтобы облегчить себе задачу по уходу за своими пушистиками, я решила приобрести автоматический лоток. Я долго не решалась на эту странную конструкцию, если честно, но потом, когда открыла ее, начала собирать все постепенно, разобралась, как все устроено, все оказалось достаточно просто и не так страшно. На маркетплейсах я посмотрела множество автоматических лотков, и мой выбор пал на автоматический лоток Amikura Kura X1. По цене и качеству этот лоток оказался самым оптимальным. Моим кошкам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к нему, потому что они привыкли ходить в традиционные лотки.
А пока они привыкали, я просто ухахатывалась над ними. Посмотрите сами, как они осторожничали с ним. Девчонки, можно заходить, давайте. Заходите, смотрите. Поначалу они подкрадывались к нему, как тигры на охоте. Что это такое? Но постепенно мои девочки все же к нему привыкли. А я выбрала этот лоток за надежную конструкцию с открытым входом. Вход для них всегда открыт, а это очень важно для свободолюбивых кошек. Также в этом лотке есть инфракрасная сенсорная система. Вот, если во время очистки инфракрасный датчик обнаружит, что в лоток вошла кошка, то лоток немедленно прекратит работу и останется открытым, и не прищемит моего питомца. Также в этом лотке есть датчик веса. Когда высокоточный датчик обнаружит изменение веса внутри лотка, например, если кошка там окажется или упадет предмет больше килограмма, он непременно приостанавливает работу. Управлять этим лотком можно как с помощью кнопок, которые установлены на его панели, так и с помощью приложения, которое можно установить себе на телефон. Но давайте сначала посмотрим, как он работает с помощью кнопки. Вот здесь я нажала на кнопку очистки, и он начал вращаться. Внутри него находится специальный наполнитель, комкующийся. И если кошка там оставила сюрприз, то этот сюрприз просеивается сквозь специальную сетку. Вот здесь мы с вами сейчас в ускоренном режиме посмотрим, как это работает. Дальше, когда кошачий сюрприз просеивается сквозь эту сетку, он попадает в специальный контейнер, установленный под лотком. В этом контейнере специальный есть пакетик, поэтому потом будет очень удобно его убрать. Ну и вуаля, все запахи кошачьи ликвидированы. Это знаете, чем очень удобно, особенно в большой кошачьей семье. Дело в том, что кошки это такие брезгливые животные, и они просто не терпят запах другой кошки. Поэтому если лоток не убран, они не будут туда в него уходить. Вот, и мне постоянно классические лотки приходилось убирать, либо обнаруживать их сюрпризы по углам, если я вовремя не успевала убирать классический лоток. А с автоматическим лотком таких сюрпризов по углам не будет. Почему? Потому что он автоматически убирает запах каждой кошки. Также, если ваша кошка очень сильно боится этого лотка, то можно установить индивидуальное время очистки. Например, этот лоток будет очищаться в определенное время. Так, ну давайте посмотрим, как работает этот лоток с помощью системы Wi-Fi. Я установила специальное приложение на телефон, которое можно скачать из инструкции этого лотка. Вот так вот оно выглядит. И теперь я могу управлять этим лотком. Вот сейчас я нажму на кнопку очистки вот здесь и посмотрим, как лоток отреагирует на мою команду. Вот я нажала на кнопку, и он начинает вращаться. В общем, суть этого приложения в том, что вы можете дистанционно управлять этим лотком даже тогда, когда у вас нет дома. Это приложение также записывает данные о кошке, такие как частота мочеиспускания, дефекация, время нахождения в туалете, изменение веса, чтобы следить за здоровьем своего питомца. А также это приложение подскажет, если с лотком что-то не так, если он неисправен, например, или если в лотке недостаточно наполнителя. Тут еще хочется отметить, что в комплекте к этому лотку идут специальные пакетики. Вот к такому контейнеру, куда падают все сюрпризы кошки. Потом этот контейнер извлекается, и вот этот пакетик, в который сейчас упал сюрприз,
он спокойненько затягивается специальными веревочками. Сейчас я вам его покажу. Этот контейнер находится под лотком. Он выдвигается очень удобно. И вот видите, здесь такой специальный пакетик, в котором собираются все сюрпризы кошки. В общем, в моем доме теперь чистота и уют благодаря этому автоматическому лотку. И мои питомцы теперь тоже довольны. У них есть у каждой теперь индивидуальный туалет, который чистится вовремя. Ссылку на этот лоток я оставлю под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что тоже покупайте этот лоток, если хотите, чтобы ваши питомцы приносили вам только радость. Вот если от этих пампушечек не будет никаких сюрпризов, то это просто кайф. Вы посмотрите, как белка кайфует только. Ой, я не могу над ней. Вы знаете, кошки отличные учителя для медитации. Вот посмотришь на них и научишься, дай бог, отдыхать от всяких деревенских забот. Вот. Ой, кажется, я тут увлеклась почесыванием пузика, поэтому давайте я вам лучше расскажу, как они питаются. В доме для них всегда стоит автоматическая поилка. Она очень удобная, она фильтрует всю грязь, которая собирается в водичке. Раньше у них стояла обычная миска с водой, но она быстро загрязнялась. И я мучилась постоянно, им меняла воду, а вот в этой автоматической поилке очень удобно. Налил один раз 1,5 литра, и вот она стоит, фильтрует воду от всякой грязи. Вот белочка очень довольна этим, она постоянно пьет из нее. Ну и остальные кошки тоже, конечно. По утрам на завтрак все 6 хвостиков получают по пакетику влажного корма. Также весь день у них стоит миска с сухим кормом, к которой они могут подойти в любой момент и полакомиться. Также в доме для них стоит специальный игровой комплекс, 2 когтеточки, прикрепленные одна к другой. Они на них любят постоянно лежать, очень любят их драть. Я постоянно, периодически их пытаюсь реанимировать, эти когтеточки, но не всегда успешно, к сожалению. Также у каждой кошки есть своя персональная лежанка. Но они почему-то предпочитают спать в самых неожиданных местах. Например, белка любит спать в барабане стиральной машины, или на стуле, или даже на моей кровати. Ну, в общем, каждый кошатник, думаю, меня поймет. Меня очень часто спрашивают, как 6 кошек уживаются в одном доме. Ну, конечно же, у них есть какие-то свои симпатии и антипатии, и кто-то друг друга любит, кто-то ненавидит. Но если между ними возникает какая-то потасовка, я сразу развожу их по углам и напоминаю о субординации. То есть они понимают сразу, как только хозяйка начинает злиться, они сразу драку прекращают. Ну и, конечно же, между ними наступает мир и любовь, когда приходят холода и нужно погреться возле одной печки. Тепло и уют в доме, конечно же, всех объединяет. Также меня очень часто спрашивают, как я забочусь о здоровье своих кошек. Ну, например, каждую весну я капаю им на холку капли от клещей. Хотя у нас здесь в местности не очень много клещей, но все равно 1-2 иногда проскакивают, поэтому для профилактики я всегда их прокапываю по весне, когда клещи особенно активные. Так как они на свободном выгуле у меня и очень часто едят мышей, пьют воду откуда не пойми, ну и, конечно же, я их глистогоню. А также в районном центре, который от нас в 10 километрах, есть ветклиника. Поэтому, если что-то неожиданное случается, я спокойно могу отвезти своих кошек туда на такси. Буся, ну ты что, опять мышь принесла? Вот, посмотрите, эта дамочка, она ловит мышь, значит, приносит ее сюда. Вот, видите, мышка лежит мертвая. Приносит на крыльцо и зовет котят. Котята прибегают и либо доедают эту мышь, либо с ней играют. Вот у нее такая, значит, миссия — ловить мышей и кормить ими своих котят. Да, Бусечка? Скажи, я умная кошечка, умная. Скажи, я всех мышек здесь переловила. Да, да. Вот моя умничка. Хорошо, хорошо. Вот, видите? Она вот сейчас с ней играть будет. Бусь, Бусь, покажи, как ты играешь с мышкой. Покажи, вот так, молодец. Вот так вот мы. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Кто тут у нас спрятался? Китуся?
Белек? Белек у нас тут в винограде прячется. Залезла, не пойми куда. Бел. Ну-ка. Кто это у нас тут? Кто это? Кто это? Что это за кошечка такая? Вот, посмотрите, она по шпалере виноградной лазит. Белка. Белка. Ты хулиганка. Белек. Она пытается слезть. Это жопа пытается слезть. Бел, это же виноград. Ты его здесь потопчешь. Кит-то. У тебя слишком толстая жопа, да? Вы посмотрите на эту кошку. Лёг. Ты хулиганье маленькое, хулиганье. Это что за хулиганье такое у меня? Хулиганит. Ай! Белка, ты что царапаешься? Вот ведь. Вот так вот. Вот так вот мы здесь делаем, да? Кусунькаемся. Вот. Кита. Вот так вот, вот так вот. Что мы творим? Что мы творим? Бел. А между тем у меня уже вон какой виноград. Это, конечно, яй. Это, конечно, я... Господь милостивый. Что я с этим буду делать, скажите? Его очень много. Белка поймала ежика. Сейчас я посмотрю. Она бежит за ним. Я не успеваю. Бел, ежик, да? Ну-ка. Ежик, ежик. Бел, не трогай его. Как бы его остановить? Снять. Маленький, какой хорошенький. Стой. Стой, ты такой классный. Ежик. Белек. Ой, ой, он, смотри, испугался. Малыш, мы тебя не будем трогать. Мы не будем тебя трогать, не бойся. Мы только посмотрим на тебя. Там белочка. Туда лучше не ходи. Белка лежит, он охраняет его. Бел. Он шипит, Бел. Белек. Ну все, он пошел домой. Пойдем домой, Белка, пойдем. Также меня очень часто спрашивают, зачем мне столько кошек. Ну, что я вам хочу здесь сказать, друзья. Дело в том, что не мы выбираем кошек, а кошки выбирают нас. Как вы поняли по моему рассказу, наверное, уже, что кошки у меня все появились совершенно случайно. Хотя все случайности не случайны, и кошки нам даются небесами не просто так. Наверное, все-таки это для чего-то нужно, и наши питомцы все-таки сами находят нас. А вот зачем женщине одной столько кошек, что я вам тут хочу сказать? Например, недавно ученые выяснили, что частота мурчания кошек колеблется в диапазоне от 25 до 150 Гц. А звуки в этом спектре могут оказывать положительное влияние на организм человека. Они помогают заживлять ткани, снижают уровень кортизола, гормона стресса, и даже помогают в борьбе с бессонницей. Так что делайте выводы сами. Но женщинам, я считаю, кошки просто необходимы. Это прекрасный антидепрессант, конечно же, который очень положительно влияет на женское здоровье. Ну вот, пожалуй, я подробно рассказала все о своих кошках, а если вас еще что-то интересует, обязательно спрашивайте меня в комментариях, я вам отвечу. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там очень часто рассказываю о жизни каждой кошки. Ну а на сегодня все, всех благодарю за внимание, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!